Представьте себе, что вы живете на маленьком острове посреди бескрайнего океана. Вы знаете свой остров вдоль и поперек. Вы знаете каждую пальму, каждый камень, каждый залив. Вы уверены, что ваш остров уникален, но вы никогда не выходили в море. Вы не знаете, есть ли другие острова за горизонтом. Вы даже не знаете, есть ли за этим горизонтом хоть что-то, кроме воды. А теперь представьте, что этот остров – наша планета Земля, а океан – это космос. В конце 90-х годов прошлого века человечество искренне считало себя уникальным. Не в каком-то философском или религиозном смысле. Не в том смысле, что мы особенные, избранные или созданные по образу и подобию, а в самом прямом, астрономическом буквальном смысле. Мы знали, что во Вселенной есть звезды. Мы знали, что их миллиарды только в нашей галактике, которую мы называем Млечный Путь. Мы знали, что за пределами нашей галактики есть еще миллиарды других галактик. Мы знали, что космос огромен, почти бесконечен, и что в нем должно быть место для всего. Но мы не знали одного. Мы не знали, есть ли планеты у других звезд. Мы предполагали, что они должны быть. Мы верили в это. Мы строили теории, проводили расчеты, моделировали процессы формирования звездных систем. Все говорило о том, что планеты должны появляться вокруг большинства звезд как естественный побочный продукт их рождения. Все говорило о том, что Вселенная должна быть полна миров. Но у нас не было ни одного подтверждения. Мы были как люди, которые живут в огромном доме с заколоченными окнами и думают, что вокруг бесконечная пустота, потому что не могут выглянуть наружу. Мы знали, что за стенами что-то есть, но не видели этого. Мы могли только догадываться. Мы могли только строить предположения. Мы могли только верить. Вы когда-нибудь задумывались, каково это не знать, есть ли другие миры? Мы живем в эпоху, когда экзопланеты кажутся чем-то обыденным. Но всего 25 лет назад мы не знали, существуют ли они вообще. Мы были космическими затворниками. И вот в 2009 году мы запустили телескоп, который должен был изменить все. Телескоп, который должен был открыть нам окно в этот огромный мир. Телескоп, который должен был ответить на один из самых древних вопросов человечества. Одиноки ли мы во Вселенной? Его звали Кеплер. Он не искал сигналы инопланетян. Он не слушал радиоволны из космоса. Он не пытался расшифровать послания от далеких цивилизаций. Он не занимался поиском разума. Он не искал зеленых человечков или летающие тарелки. Он просто смотрел. Он смотрел на одну маленькую область неба. Он смотрел на 150 тысяч звезд одновременно. И он ждал. Он ждал, когда планета пройдет перед своей звездой и немного затмит ее. Один момент, одно затемнение. Одно мгновение, когда свет звезды становится чуть-чуть слабее. На 0,1%. На одно мгновение. И когда он замечал это затемнение, он запоминал его. Он запоминал, как долго оно длилось, насколько глубоким было, как часто повторялось. И по этим данным он мог сказать, есть ли у звезды планета, насколько она велика, как далеко находится от звезды. За несколько лет работы Кеплер нашел тысячи планет. Тысячи миров, о которых мы не подозревали. Миры, которые перевернули наше представление о Вселенной. Миры, которые показали нам, что мы не одиноки. Сегодня мы расскажем полную историю этого великого охотника. От первых идей до последнего вздоха. От запуска до финального отключения. От первых сомнений до величайшего триумфа в истории астрономии. Это история о человеческом упорстве. О том, как группа ученых боролась за свою мечту больше 20 лет. О том, как их детище пережило поломки, кризисы и почти смерть. О том, как оно воскресло и продолжило свою миссию. Это история о том, как мы перестали быть одинокими. Пристегнитесь. Это будет долгий полет. Чтобы понять величие Кеплера, нужно понять, в каком мире мы жили до него. До 2090-х годов мы знали о Вселенной очень много. Мы знали, сколько ей лет, примерно 13,5 миллиардов лет. Мы знали, как она образовалась в результате Большого взрыва. Мы знали, как появились первые звезды и галактики.
Мы знали, как образовалась наша Солнечная система около 4,5 миллиардов лет назад. Мы знали, что вокруг Солнца вращаются 9 планет. Потом Плутон разжаловали в карликовые планеты, и их стало 8. Но это были наши планеты. Это был наш дом. Мы знали их размеры, их массы, их атмосферы, их спутники. Мы знали о них почти все. А что там у других звезд? Вот здесь и начинается самое интересное. Астрономы предполагали, что планеты должны быть. Теория формирования звездных систем говорила, что планеты появляются как естественный побочный продукт рождения звезды. Газопылевой диск, вращение, гравитация, столкновение частиц – все это должно было создавать планеты вокруг большинства молодых звезд. Но это была только теория. У нас не было ни одного доказательства. Первые открытия планет за пределами Солнечной системы были сделаны в середине 90-х годов прошлого века. В 1995 году швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Келла нашли первую планету у звезды, похожей на Солнце. Она называлась 51 Пегаса b. Это был огромный газовый гигант, примерно в 1,5 раза больше Юпитера. Но самое удивительное было не в его размере. Самое удивительное было в том, как близко он вращался к своей звезде. 1 год на этой планете длился всего 4 дня. 4 дня! Вы можете себе это представить? На Земле год длится 365 дней. На Меркурии, самой близкой к Солнцу планете, год длится 88 дней. А здесь планета размером с Юпитер совершала полный оборот вокруг своей звезды за 4 дня. Это было странно. Это было не похоже на нашу Солнечную систему. У нас газовые гиганты, Юпитер и Сатурн, находятся далеко от Солнца. Они холодные, они медленные, они спокойные. А здесь планета размером с Юпитер жмется к звезде ближе, чем Меркурий к Солнцу. Температура на ее поверхности должна была быть 1000 градусов. Это открытие шокировало астрономов. Оно показало, что планетные системы могут быть совершенно разными. Они не обязаны копировать нашу. Вселенная оказалась гораздо более разнообразной, чем мы предполагали. Но это были единичные находки. К концу 90-х годов мы знали всего несколько десятков экзопланет. Мы знали, что они существуют. Мы знали, что они могут быть разными. Но мы не знали главного. Мы не знали, насколько они распространены. Мы не знали, есть ли планеты размером с Землю. Мы не знали, есть ли планеты в зоне обитаемости, где может существовать вода в жидком виде. Мы не знали, есть ли у других звезд планетные системы, похожие на нашу. Мы не знали, одиноки ли мы. Мы не знали практически ничего. Нужно было что-то менять. Нужен был инструмент, способный найти 1000 планет. Инструмент, который бы систематически прочесывал небо в поисках затемнений. Инструмент, который бы работал годами, накапливая данные. Инструмент, который бы ответил на главный вопрос: насколько часто во Вселенной образуются планетные системы? Так родилась идея Кеплера. Идея Кеплера появилась задолго до его запуска. В самом начале 80-х годов прошлого века, когда космическая астрономия только начинала развиваться, ученые уже задумывались о том, как искать планеты у других звезд. Было несколько методов. Каждый из них имел свои преимущества и недостатки. Каждый из них мог найти определенный тип планет. Но ни один не был универсальным. Первый метод назывался методом лучевых скоростей. Он использовался для первых открытий планет. Суть его проста. Планета вращается вокруг звезды и своим притяжением слегка покачивает ее. Звезда чуть-чуть смещается то в одну сторону, то в другую. Эти смещения очень маленькие. Скорость звезды меняется всего на несколько метров в секунду. Но современные спектрографы могут измерить такие изменения. По этим покачиваниям можно вычислить массу планеты, ее орбиту и расстояние до звезды. Этот метод хорошо работал для больших планет, которые близко подходят к звезде. Чем больше планета и чем ближе она к звезде, тем сильнее она покачивает звезду. Но этот метод плохо подходил для поиска маленьких планет, похожих на Землю. Был другой метод.
Метод транзитов. Идея простая и гениальная одновременно. Когда планета проходит между нами и своей звездой, она немного затмевает ее. Свет звезды становится чуть-чуть слабее, буквально на 0,1 долю процента. Это затемнение длится несколько часов, а потом повторяется с каждым оборотом планеты вокруг звезды. Если ты наблюдаешь за звездой достаточно долго и достаточно точно, ты можешь заметить эти затемнения. Ты можешь определить размер планеты, ее орбиту и даже что-то сказать о ее атмосфере. Этот метод требовал невероятной точности. Затемнение от планеты размером с Землю составляет меньше 0,01% от общего света звезды. Это как если бы вы пытались заметить, что в огромном зале с 1000 лампочек одна лампочка погасла на несколько часов. Но если у вас есть телескоп, способный измерять яркость 1000 звезд одновременно, и если вы делаете это непрерывно месяцами и годами, то статистика работает на вас. Вы найдете те самые затемнения. Вы найдете планеты. В конце 90-х годов группа ученых во главе с Уильямом Боруцки начала продвигать идею космического телескопа, который будет искать планеты методом транзитов. Боруцки был инженером и астрономом в исследовательском центре НАСА. Он был одним из тех людей, которые верят, что все возможно, пока не доказано обратное. Он верил, что такой телескоп может изменить наше понимание Вселенной. Он верил, что это стоит того, чтобы бороться за него. Они предлагали отправить в космос телескоп, который будет смотреть на одну область неба и непрерывно следить за яркостью 150 тысяч звезд. Телескоп должен был работать 3,5 года, накапливая данные и передавая их на Землю. Это был амбициозный проект. Он требовал денег, времени и политической поддержки. И его несколько раз откладывали. Финансирование выделяли, потом замораживали, потом снова выделяли. Сторонники проекта боролись за каждый доллар, за каждое упоминание в бюджете НАСА. Боруцки писал предложения, выступал перед комитетами, убеждал руководство. Он боролся за проект больше 20 лет. Его много раз отвергали. Проект считали слишком дорогим, слишком рискованным, слишком амбициозным. Но Боруцки не сдавался. Он перерабатывал предложения, искал новых сторонников, убеждал скептиков. И в 2001 году проект наконец одобрили. Телескопу дали имя Кеплер в честь немецкого астронома Иоганна Кеплера, который в 17 веке открыл законы движения планет. Именно Кеплер показал, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, что их скорость меняется в зависимости от расстояния до Солнца. Он заложил основы небесной механики. Новый телескоп должен был стать охотником. Лучшим охотником в истории астрономии. Он должен был найти планеты там, где их никто не искал. Кеплер был устроен не как обычный телескоп. У него не было огромного зеркала, как у Хаббла. У него не было впечатляющей оптики, способной разглядеть далекие галактики. У него была одна задача, одна единственная задача — измерять яркость звезд с невероятной точностью. Его главный инструмент назывался фотометр. Это прибор, который измеряет количество света. Кеплер имел массив из 42 светочувствительных датчиков. Это была самая большая цифровая камера, когда-либо отправленная в космос на тот момент. Каждый датчик содержал более 2 миллионов пикселей. Общая площадь датчиков составляла почти 100 квадратных сантиметров. Для сравнения, матрица обычной фотокамеры имеет площадь около 1-2 квадратных сантиметров. То есть датчики Кеплера были в 100 раз больше, чем у обычного фотоаппарата. Но главное было даже не в размере датчиков, а в том, как телескоп был сконструирован для стабильности. Кеплер не мог трястись, не мог вибрировать, не мог нагреваться и остывать. Даже микроскопическое смещение могло испортить измерения. Поэтому телескоп был построен на сверхжесткой конструкции из углепластика. Эта конструкция не расширялась и не сжималась от перепадов температур. Она оставалась неизменной. Внутри телескопа все было продумано до мелочей. Датчики постоянно охлаждались, чтобы их собственное тепло не мешало измерениям. Электроника была экранирована, чтобы не создавать помех.
Свет от звезд проходил через систему линз и зеркал, которые фокусировали его на датчики. Кеплер должен был измерять яркость каждой звезды с точностью до 0,1 доли процента. Это как если бы вы измеряли рост человека с точностью до микрона. Это требует невероятной стабильности. И он был спроектирован так, чтобы делать это непрерывно. 3,5 года. Днем и ночью. Без перерыва. Чтобы оставаться стабильным, Кеплеру нужно было постоянно смотреть на одну и ту же область неба. А для этого телескоп был оснащен системой наведения, которая отслеживала положение относительно опорных звезд. Микроскопические двигатели корректировали ориентацию каждую секунду. Все это вместе делало Кеплера уникальным инструментом. Но была одна проблема. Он был сложным. Сложность означала риск. И риск, как мы увидим, оправдался. 7 марта 2009 года в 5 часов 51 минуту по времени восточного побережья США на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета «Дельта-2». Внутри нее находился Кеплер. Погода была хорошая, небо чистое. Запуск прошел штатно. Ракета поднялась над Атлантическим океаном, вышла на промежуточную орбиту, а затем разгонный блок вывел Кеплера на траекторию ухода от Земли. Кеплер не остался на околоземной орбите, как многие другие телескопы. Он отправился дальше. Он вышел на орбиту, похожую на земную, но чуть дальше от Солнца. Такую орбиту называют гелиоцентрической. Кеплер вращался вокруг Солнца, а не вокруг Земли. Почему так? Потому что Кеплеру нужно было стабильное положение в пространстве. На земной орбите телескоп постоянно попадал бы в тень Земли, и это нарушало бы его наблюдение. Кроме того, ему мешали бы отраженный свет от Земли и ее атмосфера. Кеплеру нужно было чистое, стабильное небо. Он ушел от Земли и занял позицию на орбите, где ничто не мешало его наблюдениям. Он был в космосе. Он был один. Он был готов начать охоту. Первые несколько недель ушли на проверку инструментов. Инженеры включали каждый датчик, каждый двигатель, каждый блок электроники. Они калибровали приборы, настраивали систему наведения, проверяли связь. Все работало идеально. Затем Кеплер навел свой объектив на область неба между созвездиями Лебедя и Лиры. Это была область примерно в 1000 квадратных градусов. Если вы вытянете руку и посмотрите на свою ладонь, она закроет около 10 квадратных градусов. Так что область, которую наблюдал Кеплер, была размером примерно с 100 ладоней, положенных рядом друг с другом. В этой области находилось около 5 миллионов звезд. Кеплер выбрал из них 150 тысяч самых ярких и подходящих для наблюдения. Он начал следить за ними. Началась великая охота. Чтобы понять, как Кеплер искал планеты, нужно понять метод транзита. Это очень просто, но именно в этой простоте и заключается его гениальность. Представьте, что вы смотрите на далекий маяк в океане. Он горит ровно, постоянно, предсказуемо. Вы знаете, что маяк всегда светит с одинаковой яркостью. Теперь представьте, что мимо этого маяка иногда пролетает птица. На мгновение она закрывает свет. Свет становится чуть-чуть слабее, а потом снова ярким. Примерно так же работает транзит планеты. Планета пролетает перед звездой. Она не полностью закрывает звезду, она просто закрывает ее часть. Свет звезды становится чуть-чуть слабее. Но это затемнение очень маленькое. Если планета размером с Землю, она закрывает примерно 0,01% площади звезды. Это значит, что свет становится слабее на 0,01 долю. Заметить такое изменение невероятно трудно, но Кеплер мог это делать. Он измерял яркость каждой звезды каждые 30 минут, запоминал значения и передавал их на Землю. Когда астрономы получали эти данные, они искали повторяющиеся затемнения. Если звезда темнеет на одинаковую величину через равные промежутки времени, значит, вокруг нее вращается планета. По длительности затемнения можно сказать, как быстро планета движется по орбите. По глубине затемнения можно определить размер планеты. По периоду затемнений можно вычислить расстояние планеты от звезды.
Все это из простого наблюдения за тем, как звезда чуть-чуть теряет свою яркость. Но метод транзита имеет один недостаток. Он работает только если орбита планеты направлена точно на нас. Если планета вращается вокруг звезды не в той плоскости, мы никогда не увидим ее транзит. Шанс того, что орбита планеты будет ориентирована точно на нас, составляет примерно 1%. Это значит, что Кеплер мог найти только одну планету из 100. Остальные 99 были невидимы для него. Но Кеплер наблюдал за 150 тысячами звезд. Даже при таком низком проценте успеха он должен был найти тысячи планет. И он их нашел. Первые результаты Кеплера пришли уже через несколько месяцев после запуска. Он начал находить планеты. Много планет, но это были не планеты, которые мы искали. Это были горячие Юпитеры, газовые гиганты размером с Юпитер или Сатурн, которые вращались вокруг своих звезд на очень близком расстоянии. Один оборот у них длился всего несколько дней. Солнечная система казалась упорядоченной и аккуратной. У нас маленькие каменистые планеты ближе к Солнцу, газовые гиганты дальше. А у других звезд все было иначе. Газовые гиганты жались к звездам, как будто хотели в них упасть. Это было странно, это переворачивало наше представление. Но Кеплер не останавливался. Он продолжал наблюдать. И чем дольше он смотрел, тем больше планет он находил. Со временем он начал находить планеты все меньшего размера. В 2011 году Кеплер нашел первую планету размером с Землю. Она называлась Кеплер-186f. Она была в созвездии Лебедя на расстоянии около 500 световых лет от нас. Эта планета была не просто размером с Землю, она находилась в зоне обитаемости своей звезды. Это значит, что на ее поверхности могла существовать вода в жидком виде. Мы нашли мир, похожий на Землю. В следующие годы Кеплер находил все больше таких планет. Он находил планеты в двойных звездных системах, где Солнца два. Он находил планеты, которые вращались вокруг звезд меньше нашего Солнца. Он находил планеты, которые были больше Земли, но меньше Нептуна. Кеплер показал нам, что планетные системы разнообразны, как цветы в саду. Каждая система была уникальна. Ни одна не была похожа на другую. Кеплер-10 стала настоящим прорывом. Это была первая планета, которую Кеплер подтвердил как каменистую. До этого мы находили только газовые гиганты. Кеплер-10b была примерно в 1,5 раза больше Земли. Но ее масса была примерно в 4,5 раза больше земной. Это означало, что она состояла в основном из горных пород и металлов. Она вращалась вокруг своей звезды на очень близком расстоянии. Всего в 25 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. 1 год на ней длился меньше 1 дня. Меньше 24 часов. Температура на поверхности Кеплер-10b была около 1400 градусов Цельсия. Это достаточно горячо, чтобы расплавить железо. Если на этой планете есть горы, они текут как лава. Это был адский мир. Но он был важен. Он показал, что Кеплер может находить маленькие каменистые планеты. Он показал, что планеты размером с Землю существуют. Кеплер-16b стала одной из самых удивительных находок. Это была планета, которая вращалась вокруг 2 звезд одновременно. 2 звезды вращались вокруг общего центра масс. Одна была размером с Солнце, другая поменьше, примерно 2/3 солнечного размера. И вокруг них обеих вращалась планета размером с Сатурн. На этой планете было 2 заката. 2 солнца садились за горизонт, как на Татуине из «Звездных войн». Астрономы назвали эту планету Татуином. Это была первая планета, найденная в двойной звездной системе. До этого открытия мы не знали, могут ли планеты формироваться в таких системах. Мы думали, что гравитация 2 звезд может помешать образованию планет. Но Кеплер показал, что планеты могут существовать даже в таких экстремальных условиях. Кеплер-22b стала еще одним прорывом. Это была первая планета, которую Кеплер нашел в зоне обитаемости. Зона обитаемости – это область вокруг звезды, где температура позволяет существовать жидкой воде.
Не слишком горячо, чтобы вода испарилась. Не слишком холодно, чтобы вода замерзла. Как раз подходящая температура. Кеплер-22b была примерно в 2,5 раза больше Земли. Она вращалась вокруг звезды, очень похожей на наше Солнце, на таком расстоянии, что температура на ее поверхности могла быть около 22 градусов Цельсия. Это была первая планета, которая действительно могла быть похожа на Землю. Мы не знали, есть ли там вода, мы не знали, есть ли там атмосфера, но мы знали, что это возможно. В 2012 году случилось то, чего боялись все инженеры. В июле, через 3,5 года после запуска, один из 4 колец-маховиков, которые стабилизировали положение телескопа, отказал. Кольца-маховики были критически важной частью Кеплера. Они вращались внутри телескопа и создавали моменты силы, которые позволяли удерживать его ориентацию. Если одно кольцо выходило из строя, телескоп мог работать. Если отказывали два, он превращался в бесполезный кусок металла, медленно вращающийся в космосе. В июле 2012 года отказало первое кольцо. Инженеры перевели телескоп в режим работы с 3 кольцами. Он мог продолжать наблюдение, но с повышенной нагрузкой на оставшиеся механизмы. В мае 2013 года отказало второе кольцо. Кеплер потерял способность точно наводиться на свою область неба. Он не мог больше держать объектив на звездах с необходимой точностью. Миссия была официально завершена. Новость разлетелась по всему миру. Кеплер мертв. Великий охотник остановился. 4 года работы, 150 тысяч звезд, тысячи найденных планет, но теперь все кончено. Но инженеры не сдавались. Они искали способ спасти телескоп. Инженеры из НАСА думали несколько месяцев. Они анализировали данные, симулировали разные сценарии, искали выход. И они его нашли. Они поняли, что Кеплер может использовать давление солнечного света для стабилизации своего положения. Солнечный свет давит на солнечные панели телескопа. Если немного наклонить телескоп, это давление можно использовать как рычаг для управления. Это была сложная и хитроумная схема. Кеплер не мог просто стоять на месте. Он должен был вращаться с определенной скоростью, используя свет как опору. Это напоминало балансирование на канате в сильный ветер. Но это работало. Новая миссия получила название К-2. Она началась в 2014 году. Кеплер больше не мог смотреть на одну область неба непрерывно. Вместо этого он смотрел на разные участки неба примерно по 2-3 месяца каждый. Это был другой стиль работы, но он все еще находил планеты. За время миссии К-2 Кеплер наблюдал еще более 100 тысяч звезд. Он находил планеты в разных частях галактики. Он подтвердил, что планетные системы есть повсюду. Кеплер не умер, он переродился. Миссия К-2 продолжалась 4 года. За это время Кеплер наблюдал 20 различных участков неба. Каждый участок он изучал примерно 2-3 месяца. За это время он нашел еще сотни планет. Он нашел планеты у красных карликов, у молодых звезд, у старых звезд. Он показал, что планеты есть везде. Миссия К-2 также расширила научные возможности Кеплера. Он начал изучать не только планеты, но и другие объекты. Он наблюдал сверхновые звезды, переменные звезды, активные ядра галактик. Он стал универсальным инструментом. В 2018 году у Кеплера закончилось топливо для маневров. Он не мог больше корректировать свое положение. Он не мог больше удерживать ориентацию. Инженеры приняли решение завершить миссию. 30 октября 2018 года НАСА официально объявила, что Кеплер выведен на безопасную орбиту и отключен. Он остался вращаться вокруг Солнца. Он будет вращаться вечно, пока что-то не изменит его орбиту. За время своей работы Кеплер наблюдал более 500 тысяч звезд. Он обнаружил более 2700 подтвержденных планет. А еще у него было более 3000 кандидатов, которые ждали подтверждения. Это больше, чем все планеты, найденные другими телескопами вместе взятыми. Кеплер нашел тысячи планет.
но некоторые из них особенно удивительны. Давайте посмотрим на самые невероятные миры, которые открыл этот телескоп. Кеплер-10b стала первой каменистой планетой, найденной Кеплером. Ее размер в 1,5 раза больше земного. Она вращается вокруг своей звезды так близко, что год на ней длится меньше дня. Температура на поверхности около 1400 градусов. Железо там течет как вода. Кеплер-16b стала планетой с 2 солнцами. 2 звезды вращаются вокруг друг друга, и планета вращается вокруг них обеих. На этой планете 2 заката, как на Татуине из «Звездных войн». Кеплер-22b стала первой планетой в зоне обитаемости. Она размером в 2,5 раза больше Земли. Она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. На ней может существовать жидкая вода. Кеплер-36b и Кеплер-36c вращаются вокруг одной звезды на очень близких орбитах. Расстояние между ними всего в 5 раз больше расстояния от Земли до Луны. Их гравитация влияет друг на друга. Астрономы могут изучать их массы и составы. Кеплер-444 имеет 5 планет, все меньше Земли. Самая маленькая размером с Марс. Они вращаются вокруг звезды, которая на четверть меньше Солнца. Кеплер-452b называют двоюродным братом Земли. Она в 1,5 раза больше Земли. Она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Она находится в зоне обитаемости. Это один из самых похожих на Землю миров. Кеплер-62f – еще один мир в зоне обитаемости. Он в 1,5 раза больше Земли. Он вращается вокруг звезды, которая меньше и холоднее Солнца. Кеплер-69c мир в 1,5 раза больше Земли. Он вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Он находится в зоне обитаемости. Кеплер-438b мир чуть больше Земли. Он вращается вокруг красного карлика. Он находится в зоне обитаемости. Кеплер-442b мир примерно в 2 раза больше Земли. Он вращается вокруг оранжевого карлика. Он находится в зоне обитаемости. Все эти миры потенциально обитаемы. Все они могут иметь жидкую воду на поверхности. Все они могут иметь атмосферы. Но мы не знаем, есть ли там жизнь. Кеплер не мог напрямую изучать атмосферы планет. Он мог только измерять их размеры и орбиты. Но его данные позволили другим телескопам делать то, что Кеплер не умел. Когда планета проходит перед своей звездой, часть света звезды проходит через атмосферу планеты. Атмосфера поглощает свет на определенных длинах волн. По этим поглощениям можно определить, из чего состоит атмосфера. Это как если бы вы смотрели на свет через цветное стекло. Стекло поглощает одни цвета и пропускает другие. Потому какие цвета исчезли, вы можете сказать, из чего сделано стекло. Так астрономы изучают атмосферы экзопланет. Они смотрят на свет звезды, проходящий через атмосферу планеты, и ищут отсутствующие цвета. Каждый химический элемент поглощает свет на своих уникальных длинах волн. Водород поглощает одни длины волн, кислород поглощает другие, метан поглощает третьи, вода поглощает четвертые. С помощью этого метода астрономы обнаружили воду в атмосферах нескольких планет, найденных Кеплером. Они обнаружили облака, они обнаружили органические молекулы. Но самое интересное впереди. Телескоп Джеймса Уэбба, который начал работу в 2022 году, может изучать атмосферы планет с беспрецедентной точностью. Он может искать биосигнатуры, признаки жизни. Кислород в атмосфере планеты может указывать на наличие фотосинтеза. Метан может указывать на наличие микробов. Озон может указывать на сложную химию. Уэбб уже начал изучать атмосферы планет, найденных Кеплером. Первые результаты впечатляют. Мы нашли воду, мы нашли облака, мы нашли органику. Мы на пороге великого открытия. Давайте посмотрим на экзопланеты в цифрах, которые поражают воображение. В галактике Млечный Путь около 100 миллиардов звезд. По данным Кеплера, в среднем у каждой звезды есть как минимум одна планета. Это значит, что в нашей галактике минимум 100 миллиардов планет.
Из них примерно 5 миллиардов находятся в зоне обитаемости своих звезд. 5 миллиардов миров, где может существовать вода в жидком виде. Самой маленькой планетой, найденной Кеплером, была планета размером с Луну. Она вращалась вокруг звезды, похожей на Солнце. Самой большой планетой, найденной Кеплером, был газовый гигант в 2 раза больше Юпитера. Самой плотной планетой была планета, состоящая в основном из железа. Она была почти в 2 раза плотнее Земли. Самой рыхлой планетой была планета с плотностью, как у пенопласта. Она была настолько рыхлой, что могла бы плавать на воде, если бы у вас был бассейн подходящего размера. Планета с самой короткой орбитой вращалась вокруг своей звезды за 4 часа. Это было так быстро, что астрономы сначала подумали, что ошиблись. Планета с самой длинной орбитой вращалась вокруг своей звезды за 1200 лет. Кеплер не мог наблюдать полный оборот, но он увидел несколько транзитов и вычислил орбиту. Все эти цифры и факты показывают, насколько разнообразна Вселенная. Мы только начали исследовать ее. Что мы узнали благодаря Кеплеру? Мы узнали, что планеты есть почти у каждой звезды. Раньше мы думали, что планетные системы редки. Теперь мы знаем, что они повсеместны. Мы узнали, что планетные системы разнообразны. Некоторые похожи на нашу. Большинство совершенно другие. Горячие Юпитеры, планеты с 2 солнцами, планеты в тесных системах, планеты пустыни, планеты океаны. Мы узнали, что планеты размером с Землю и меньше распространены так же широко, как и газовые гиганты. Это значит, что потенциально обитаемых миров – миллиарды. Мы узнали, что многие звезды имеют несколько планет. Системы с одной планетой оказались редкими. В большинстве планетных систем есть по несколько планет. Некоторые напоминают наши, другие совершенно иные. Мы узнали, что зона обитаемости не гарантирует жизнь. Она просто дает возможность. Вода, температура, атмосфера, состав планеты – все это влияет на обитаемость. Но наличие зоны обитаемости делает планеты интересными. Мы узнали, что наша Солнечная система не уникальна. Она одна из многих. Мы узнали, что Вселенная полна миров. Кеплер официально завершил свою работу, но его наследие живет. В 2018 году был запущен телескоп ТЭСС. Его название расшифровывается как транзитный спутник для исследования экзопланет. Он смотрит на все небо по частям и ищет планеты у ближайших к нам звезд. Если Кеплер искал планеты далеко, ТЭСС ищет их поблизости. Он нашел уже более 100 планет и продолжает искать. В 2021 году был запущен телескоп Джеймса Уэбба. Он не ищет планеты напрямую. Он изучает атмосферы уже найденных планет. Он смотрит на свет, проходящий через атмосферу планеты, и ищет там признаки химических элементов. Кислород, метан, вода, углекислый газ. Это биосигнатуры, которые могут указывать на существование жизни. Уэбб уже изучал атмосферу нескольких планет, найденных Кеплером. Он нашел там водяной пар, облака и даже следы органических молекул. Но настоящие наследники еще впереди. Европейское космическое агентство планирует запуск телескопа «Плата». Он будет искать планеты в зонах обитаемости у звезд, похожих на Солнце. Американское космическое агентство планирует телескоп под названием «Обитаемые миры». Он будет специально настроен на поиск биосигнатур в атмосферах планет размером с Землю. Мы стоим на пороге величайшего открытия. Мы можем найти доказательства жизни за пределами Земли в ближайшие десятилетия. И все это началось с Кеплера. Нельзя рассказать историю Кеплера, не рассказав историю человека, который был его отцом. Уильям Барудский родился в 1943 году. Он был инженером и астрономом. Он работал в исследовательском центре НАСА. Он был одним из тех людей, которые верят, что все возможно, пока не доказано обратное. Он начал продвигать идею Кеплера еще в начале 80-х годов. Он писал предложения, выступал перед комитетами, убеждал руководство. Он боролся за проект больше 20 лет. Его много раз отвергали. Проект считали слишком дорогим,
слишком рискованным, слишком амбициозным. Но Боруцкий не сдавался. Он перерабатывал предложения, искал новых сторонников, убеждал скептиков. В 2001 году проект наконец одобрили. Боруцкий стал научным руководителем миссии. Он видел, как его детище взлетело. Он видел, как Кеплер нашел первые планеты. Он видел, как миссия превратилась в триумф. Но он также видел и трагедию. В 2012 году, когда первое кольцо-маховик отказало, Боруцкий был в отчаянии. Он боролся за спасение миссии до последнего. Он ушел с поста научного руководителя в 2014 году, но продолжал следить за Кеплером. Он умер в 2022 году в возрасте 79 лет. Он оставил после себя не просто телескоп, он оставил после себя новое понимание Вселенной. Он показал нам, что мы не одиноки. Он показал нам, что миров так много, что мы не сможем исследовать их все. Но мы можем попытаться. Что нас ждет в будущем? Через несколько лет будет запущен телескоп Нэнси Грейс Роман. Он будет использовать другой метод поиска планет, метод гравитационного микролинзирования. Этот метод может найти планеты, которые не видны методом транзитов. Через десятилетия будут запущены телескопы, способные напрямую фотографировать экзопланеты. Они будут блокировать свет звезды и видеть планету, как мы видим планеты в нашей Солнечной системе. Когда мы сможем напрямую видеть экзопланеты, мы сможем изучать их атмосферы. Мы сможем искать биосигнатуры. Мы сможем найти признаки жизни. Это произойдет в ближайшие 20-30 лет. Это произойдет при нашей жизни. Мы стоим на пороге величайшего открытия в истории человечества. Мы можем найти доказательства того, что мы не одиноки во Вселенной. И все это началось с Кеплера. С маленького телескопа, который просто смотрел на небо и ждал, когда планета пройдет перед своей звездой. Кеплер изменил все. До Кеплера мы не знали, есть ли планеты у других звезд. Мы предполагали, что они есть. Мы верили в это. Но у нас не было доказательств. После Кеплера мы знаем, что планеты повсеместны. Мы знаем, что у большинства звезд есть планеты. Мы знаем, что потенциально обитаемых миров миллиарды. Кеплер показал нам, что мы не одиноки. Мы не одиноки в том смысле, что планет вокруг других звезд больше, чем мы могли себе представить. Мы не одиноки в том смысле, что Вселенная полна миров. Кеплер показал нам, насколько разнообразна Вселенная. Горячие Юпитеры, планеты с 2 солнцами, планеты размером с Марс, планеты-океаны, планеты-пустыни. Каждая система уникальна. Каждая планета уникальна. Кеплер дал нам надежду. Надежду на то, что однажды мы найдем жизнь за пределами Земли. Надежду на то, что мы не одиноки в этой огромной Вселенной. И эта надежда началась с маленького телескопа, который просто смотрел на небо и ждал. Кеплер ушел. Но его наследие живет. Тысячи планет, тысячи миров, тысячи возможностей. Мы не знаем, есть ли жизнь на других планетах. Но мы знаем, что они есть. Мы знаем, что они повсюду. Мы знаем, что Вселенная полна миров. И однажды, может быть, совсем скоро, мы найдем тот самый мир. Мир с водой, мир с атмосферой, мир с жизнью. И когда это произойдет, мы вспомним Кеплера. Мы вспомним, как все начиналось. Как один маленький телескоп изменил наше представление о Вселенной. Спасибо, что были с нами. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите в комментариях, какая планета вас впечатлила больше всего. И помните, где-то там, в глубине космоса, есть миры, которые ждут, чтобы их открыли. Увидимся в следующем видео. Пока.